Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Так, я здесь вижу есть гнездо Мамора, а это значит, что если бог рандома мне сегодня улыбнется и до 10 раунда даст мне орка-жреца, да даже если он его не даст мне орка-жреца, то я, соответственно, попробую через зверей суммона, либо же через богов-орков сыграть, богов-жрецов сыграть, потому что у меня есть план. Я хочу вам показать сломанный предмет. И это, если что, не посох третьего тира. Посох третьего тира давненько, если что, сломан. У меня есть для вас другая новость. Это рефрешер. И вы такие... Ой, рефрешер. Некромикон. Я подумал просто сразу о комбинации некромикона и рефрешера. Короче, некромикон — это сейчас сломанный предмет номер один. Почему? Ну, давайте так. Если у меня получится... Ну ладно, плевать. Даже если не получится. Короче, как должен работать некромикон сейчас? Он должен с шансом 100% призвать плюс один дубликат, да, ну, то есть, допустим, вы играете на орка-жреце, либо, давайте не так, вы играете на лон-друиде, это мишка 4-го тира, это фиолетовый друид, который, он будет призывать одного мишку. И, соответственно, некромикон дает сейчас 100% гарантию, что вы призовете двух мишек. И вот теперь здесь загвоздка. Сам предмет должен давать всего лишь 2 зомбаря. А знаете, сколько он дает? 4. 4 зомбаря. Ну, я считаю, разработчики там обкурились по полной программе. У них пока что у них на голове шапочка из фольги. Баланса в этой игре не будет. Антимага забалансить они не могут. Сломать предметы не могут. Они, кстати, пофиксили шаманов. Теперь, кстати, шаман работает, если что, адекватно. Теперь, когда они перевоплощаются, предметы тоже, соответственно, у них появляются. До этого, как только патч вышел, когда они перевоплощались, предметы пропадали, естественно. Это, если что, при 6 шаманах, не при 3. Об этом много кто писал мне в комментарии и тому подобное и так далее. И вот сегодня какое? 26, по-моему, число, короче. Вот. Прошло всего лишь там, ну, примерно, давайте так, примерно 3 плюс дня прошло. И они такие, боже, мы сделали какую-то хрень, надо фиксить. И они такие, фиксим. И пофиксили шаманов. То есть теперь шаман работает адекватно. Спасибо. Ну, всего лишь прошло 3 плюс дня. Ну, в первый же день этого заметно не было. Надо ж еще, сколько, неделю поискать проблему. Ну, надо ж, правильно. Очень оперативно решили эту проблему. Не скажу, что там на шаманах прям играли, но это в действительности такая жесткая, но ошибка в игре. Поэтому это полная дичь была с их стороны. Я думаю, в тот же день именно отправляли кучу жалоб, они такие, ну мы проблем не видим, все в порядке, ребят, это у вас какие-то там проблемы. Попробуйте перезагрузить игру, почистить кэш, куки там и тому подобное. И убедитесь, что это не у нас проблема, а именно у вас проблема. И то же самое касается того, что сейчас с оптимизацией игры сейчас какая-то дичь творится. Почему? Потому что игра лагает невменяемо. У меня не слабый комп, он явно должен точить авточес, но по итогу что? По итогу лагает так, как будто, я не знаю, у меня комп 2000-х годов. Вот серьезно. Лагает просто дичайше. Когда они это пофиксят? Ну, наверное, через месяца 3, как минимум. И то, если фиксить будут. Короче, по поводу некромикона. Вы такие думаете, ну ладно, призвать 4 зомбаря. Ну что здесь такого-то? Ребята, сейчас 100% гарантия, что вы можете кого-то засуммонить дополнительно. Берете орка-жреца, богов, жрецов, закидываете некромикон рефрешер, мало ли того, что вы получаете 8 зомбарей. Вы спросите, а чё 8? 4 ж? Ага, а рефрешер откатывает все, и получаете 8 зомбарей со старта. Как вам такое? Даже Илон Маск бы позавидовал такой теме. Просто он бы такой, ничего себе! Поэтому, ребят, некромикон это сейчас один из самых сломанных предметов. То есть посох третьего тира, есть некромикон. Что у нас есть еще такого сломанного? Вот прям сломанного. Ну, по-моему, такого вот прям жестко сломанного предмета только вот некромикон. А еще, кстати, по поводу инсектоидов. Вот напишите мне в комментарии. Вопрос сейчас к вам, к знатокам, кто играет на инсектоидах. Что за хрень? Смотрите. У меня 2 Манки Кинга 2 звезд. У меня 2 жреца, 2 орка жреца тоже 2 звезд. В них есть сердца инсектоидов. У меня есть цветка 3-го уровня. Их 2 есть. Тоже с сердцем инсектоида. Объясните мне, может я тупой. У меня Манки Кинг живой. Он до конца живой. Но почему у меня перерождается Манки Кинг в 2 звезды? Каким это образом он работает? Почему у меня Манки Кинг перерождается в 2 звезды? Если вы думаете, что это 1-2 раунда, нет, ребят, это 10 плюс раундов, как минимум, он у меня перерождался в 2 звезды. И на самом деле, я не знаю, что они там такого накрутили, но инсектоидов жестко как-то нерфанули в плане того, что
перерождение фигур стало очень тугим. Не знаю, с чем это связано. У меня было куча дубликатов, то есть 5 дубликатов у меня минимум было. И за 10 раундов мне один раз Monkey King, ну, это не ту катку, которая там перерождался Monkey King. Это я говорю, это я несколько раз пытался записать инсектоидов, чтобы показать, насколько их жестко там изменили и тому подобное. Но вот. Получается следующее. Была у меня одна катка, и у меня 10 раундов подряд Monkey King не вылуплялся, хотя у меня было 5 дубликатов. Monkey King у меня был живой до конца, там, ну, жил прям, ну, просто лев сражался как боженька, ну... Что происходит, как оно работает, вообще непонятно. Кстати, надо будет сейчас баф людей поставить, и с бафом людей буду качаться. Буду качаться, мне нужно как можно больше уровня. Так, Рубика берем, могу берем. Кстати, если вы заметили, у меня немножко поменялся интерфейс. Там есть же ивент, за который вы можете купить этот вот интерфейс. Теперь у меня красненький интерфейс, хотя на самом деле выглядит он немножечко как, ну, честно, непривычно. То ли из-за того, что цвета такие странные, то ли... Не знаю. Кстати, у меня пандочка с какого там раунда стоит? Ну-ка, напомните мне в комментариях. Давайте так. Если я панду продам довольно-таки поздно, то напишите в комменты, сколько раундов она у меня стояла. И сколько раундов мне ничего она не засумонила. Все, от вас эта инфа. Как бы задача вам поставлена. Работать. Так. Что в целом, какая у меня идея по катке? Я хочу сыграть на богах-жрецах. И, естественно, через орка-жреца. Орк-жрец — это must-have. Поэтому орк-жрец нам необходим кровь из носа, и я все-таки испытываю вот эти вот 7%, точнее, ну да, 7% на то, что мне сейчас упадет фиолетовая фигурка. Верю. Кунка. Ух ты, кунка это нам надо. Кунка нам надо, потому что мы сейчас будем что делать? Верно, мы будем апать уровень. Тинкер в двойку, походу, не хочет приходить. Наверное, его стоит продать. Смотрите, как назло, его сейчас продам. И Тинкер в 2 звезды мне все равно не придет. Не, ну придет, наверное. Ну, когда уже, извините, не надо будет. Тен-тен-тен-тен. Вообще, что мы тут... Ага, тут, скорее всего, будет фуловый баф воина. И, походу, еще один чел тоже хочет сыграть на жрецах. Но нет. Нет, челик, нет. Ты играть на жрецах сегодня не будешь. Это, короче, занято. Занято, иди гуляй. Кускар 2 звезды. Понял, принял. Так, ставим ставки сейчас. Ставим ролик на паузу. После того, как я скажу. Короче, после того, как я скажу. Да что ж такое? Неужели это такое грозное слово, которое я не могу выговорить? После того, как я сейчас озвучу информацию, давайте так. Поставите ролик на паузу и напишите в комментариях, сколько человек будет абузить гнездо, кого конкретно и на каком раунде вылупится трехзвездочная фигура. Конкретно я хочу забузить орка-жреца, но конкретно его сейчас здесь нет, поэтому абузить мы будем то, что мы имеем. Может, ну вот Monkey King пришел. Так, ребята, ставка, есть Monkey King, поэтому ставим ролик на паузу и пишем в комментарии, кто будет и кого абузить сейчас в гнездо. Точнее, не так. Давайте не кто, а сколько человек будет абузить гнездо Маморы, кого конкретно будет абузить. И все такое. Чисто по приколу. Давайте пишем в комменты это. А мы будем абузить уровень. Нам нужен уровень позарез. Чем быстрее и больше уровня будет, точнее, чем больше уровня, тем, соответственно, лучше для меня. Так. Ну давай. Смотрите, сейчас у меня нету орка-жреца, это будет Мамора. Так, ладно. Рубика абузим. Рубика абузим. Я, знаете, даже не глядя закинул сейчас Рубика в Мамору, потому что мне надо было заабузить 2 хпшки вместо одной, поэтому засунул так. Вот, ну у меня даже 1 хп заабузилось, понял. Смотрите, ребят, я засунул туда Рубика, а это знаете, что означает? Это означает следующее, что у меня сейчас Рубик к 20-му раунду будет в 3 звезды. Проверяйте. Проверяйте, я гарантию даю то, что Рубик будет в 2 звезды. И, кстати, там, когда реликвию открываете, теперь надпись пофиксили, теперь она бесцветная. Оу, ребятки, а чего вы там весь стол свой поубирали? Вы хотите себе ничью сделать? Так. Опа! Заберу. Да! Винстрик мой. Спасибо.
Спасибо, покушал. А что там, орг-жрец сегодня как-то ну, намечается? Хоть, ну, хоть что-то, типа, ну, типа что-то покушать будет? 1 из 9 рубик. Опа, вот тоже себе делает. 2 из 9. Короче, ребят, я, смотрите, подключаю свои экстрасенсорные способности. Я там, не знаю, в каком-то на 10-м колене и тому подобное. Короче, в каком-то там энном поколении я экстрасенс, таролог, кто там еще? Короче, все, что вот это вот связано с экстрасенсорными способностями, с видением, там, ведьминскими провидениями и тому подобное. Все, смотрите. Чел на Воуде до 20 раунда. Давайте так, на 21 раунде он сделает себе антимага в 3 звезды. А я сделаю себе Рубика на 19 раунде. Вот чисто, смотрите. Экстрасенс Александр в действии. А, понял. Ну, спасибо, хотя бы у меня винстрика нет. Ну, обидно, я хотел у него винстрик взорвать. Да. Вы спросите, что я смеюсь? Ребят, все просто. Если бы я не закинул Рубика в гнездо Маморы, у меня бы эта Мамора стояла до 20 раунда. Я сейчас объясню, почему я так сказал. Смотрите. У меня было до этого 3 катки. 3 катки, потому что я хотел записать шаманов через волшебников. И чтобы вы понимали, солнечный шаман мне на 8-м, на 9-м уровне не приходил ни разу. Вот ни разу. Я брал 8-й, 9-й. На 8-м уровне в одной катке я полностью сролился. Полностью сролился. У меня это было чуть ли не 100 плюс монет роллов. И по итогу мне пришел всего лишь 1 солнечный шаман. 1. Кайф, да? Поиграл на шаманах через волшебников. Просто, ну вот так. Вот. Поэтому я сейчас, знаете, у меня такое вот двоякое ощущение. Мне одновременно хочется орать, что невменяемо. Потому что орг-жрец пришел ко мне на 12-м раунде, а я в Мамору уже засунул Рубика. Ну, я надеюсь, Рубик будет максимально MVP. Я, по крайней мере, в это надеюсь. Но если там будет антимаг в 3 звезды, то единственное, что я могу надеяться, это на быструю смерть. Потому что я не хочу страдать. Ой, как я не хочу страдать. Да что ж такое, нос, успокойся, чухаться. Сейчас у меня, кстати, 7-й будет уже. Отлично. Возьмем вот так вот. Ну, в принципе, если я распродам тех, то такое будет. Будет такое. Кстати, у меня есть 3 человека. 4 человека у меня есть. Ага. Вот имеет винстрик. Я надеюсь, что я к нему приду. Ребята, снесите ему максимально хп, чтобы у него там осталось 1-2 хп, и он проиграл там какой-то раунд. Пожалуйста. Молю. Кстати, Котл. Котл — это замечательно. Так, что мы делаем с пандой? Продаем. Верно. Почему мы ее продаем? Потому что... Ну, как это мягко сказать-то так? Вот как это мягко произнести? Потому что это бесполезная фигура, которая... Кстати, вот помните, что я говорил? Поставите ролик на паузу и напишите в комменты, на каком раунде ко мне пришел... Точнее, сколько раундов стояла у меня панда, и сколько раз она мне ничего не принесла. Поэтому пишем в комменты, сколько раундов стояла и сколько раз она мне ничего не принесла. Red Dog. Это какое-то типа обзывательство? Типа что-то обзывательство? Интересненько. Я, кстати, возьму хпшку. Да, я возьму хпшку. Пусть у меня Лина будет немножко дольше жить. Апгрейд хороший. Апгрейд хороший. Пусть Лина у меня немножко дольше поживет. Естественно, чем она дольше будет жить, тем больше она дамажит. Можно, кстати, немножко богов поставить будет. Можно. Ну, кстати, если так со стороны посмотреть, то у меня сейчас такой, ну, более-менее добротный стол. Более-менее. Уровень у меня неплохой, по инкаму у меня неплохо все. Это все благодаря людям. Люди. Люди. Кстати, одного человека не хватает, и можно будет обузить. Можно будет полноценно обузить. Если буду побеждать, буду получать много опыта. Буду проигрывать, но все равно буду получать 2 опыта. Так что замечательно. Замечательно.
Ну да, если сейчас придет еще один человек, то я буду абузить уровень по полной программе. Особенно если вот такая вот тема происходит. Я выигрываю. Я иногда выигрываю. А это хорошо. Это прекрасно. Там, кстати, вот мало ли того, что имеет... О, кстати, человек. Кстати, собачка ко мне пришла. А вместо кого? Ну, я, наверное, Рубика продам, потому что у меня Мамора 7 из 9. Ребята, помните? Помните, что я там сказал на 10 раунде? Записываемся ко мне на мои курсы. Ребят, записываемся на курсы. Записываемся на курсы, потому что места ограничены. Надо, кстати, будет посмотреть этого Вода чуть попозже. Какой у него там уже антимаг. Я уверен, что там будет что-то типа 7 из 9, вот что-то такого. Вот понимаете, у меня чуйка, у меня, ну, если меня сердце начинает волноваться, то все, это 100%. 100% там антимаг уже 7 из 9 имеет. Я гарантию даю. Гарантию, ребят. Проверяйте. Вот смотрите. Я экстрасенс Александр. Таролог Александр. Какой-то там в поколении маг. Не знаю. Что угодно называйте. Короче, можете что угодно приписать. И смотреть, насколько сейчас будет у меня импактовые экстрасенсорные способности. Можно, кстати, поставить будет немного богов чуть позже. Так, что у тебя здесь? У тебя здесь охотники чистые через антимага, наверное. То ли мантию будет юзать, то ли что. Короче, непонятно пока что. Так, ты ко мне приходил, конечно. Но все равно расстановку будем и делать под тебя. Чтобы мои разорчики максимально много дамага по твоим охотникам нанесли. Надо чуть ближе тогда ставить. Да, надо чуть ближе ставить, потому что арканцы не будут работать и доставать до них. Хотя у меня есть... Ну, да. Да. Так, Харли Квин через обуз цвет и трентов с фурой. Сочувствую тебе, чел. Сочувствую, потому что, во-первых, это сейчас не работает против меня, а во-вторых, там будет антимаг 3 звезды, поэтому сочувствую. Очень-очень сочувствую тебе. Как же он тебя будет взрывать? Ой-ой-ой-ой-ой, ты себе представить не можешь. Насколько тебе будет больно. Кстати, надо чуть-чуть рыцарей поставить вместо этой собаки. Пусть эта собака ищет себе... Ладно, не буду. Так, 79 рубик. Ну-ка. 71 монетка. Что там у тебя? Что там у тебя? 6 воинов. Но, кстати, неплохо не держится. Неплохо держится. Надо, кстати, расстановку под него сейчас сделать. Сейчас он ко мне придет. Я должен его прям, ну, знаете, с 2 ног залететь ему в табло. С 2 ног. А что там, оргжец ко мне еще придет, или это уже все, акция прошла? У меня на 8 уровне сейчас шанс 15% на фиолетовую фигуру. Где мой оргжец? Или на 12 раунде это была чисто разовая акция? Больше мне этого не видеть. Так, ну все, отлично. Воуду я в табло зарядил. Кто молодец? Я молодец, правильно. Правильно. Так. Ух. Но я не буду апать, если что. Легу. Ну что там? Рубик в 3 звезды. Ну-ка. Давай, начинайся уже раунд. Я хочу Рубика в 3 звезды. Давай. Опа! Ребята, я еще раз говорю. Кому погадать на кофейной гуще? Кому? Таролог. Экстрасенсолог. Не буду что-то... Короче, у меня есть несколько там связанных слов, но я о них говорить не буду. А у тебя там что с антимажиком? 7 из 9? Ну, у меня Рубик уже все. У меня Рубик в 3 звезды. Но ты готов получать по щам? Вот я, допустим, уже готов получать по щам от тебя. Поэтому, ну, типа готовься. Кстати, кто не знает, как работает баф 6 людей, объясняю. Смотрите, сейчас я выиграю. От 8 уровня отнимется 2. Я получу 6 опыта. И еще 2 получу за то, что у меня баф 1 уровня людей есть. Опа! Просто плюс 8 опыта сюда. Я, наверное, мастерскую буму буду брать, потому что мне нужно будет рефрешер ролить. Ну, чисто. Рубик в 3 звезды, либо же антимаг 3 звезды. Я так понимаю, выбор очевиден. Естественно, Рубик в 3 звезды это имба. Ну, кто может сравниться с Рубиком в 3 звезды? Да никто, конечно. Особенно, если он стырит какого-то там, не знаю, что может, скилл собаки, например, он стырит. Не будет такой, ау,
на Луну. Рефрешер. Ну, Башер тоже пойдет, на самом деле. Пойдет. Под пивко пойдет. Сейчас, кстати, ко мне придет охотник. Заберет мой винстрик. Надеюсь, конечно, что не он придет, а какой-то другой там челик придет и заберет мой винстрик. Потому что охотника кормить я не хочу. Если еще и Волт придет ко мне и заберет винстрик, то это будет вообще финиталя комедия. Так. Башер это, конечно, круто, но я ожидал рефрешер. На самом деле, прикиньте, если сейчас этот Рубик стырит скилл Чена, но он стырил Сюрикен. Ну, в принципе, why not? Правильно? Скилл Сюрикена, ну, нормально, ну, адекватно. Опа, яичко, опа, боги. Надо уровень брать. Пока есть возможность, я буду топить в уровень. Пока есть возможность. Как только возможно, как только мою кормилку открутят, все. Все. А что там у Вода? Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Ой, 8 из 9 антимаг. А мне там на стриме говорили, что гнездо Маморы поломали. Теперь невозможно фигуру трехзвездочную вытащить до 20-го, до 25-го раунда. Чекайте. Антимаг сейчас будет. Чекайте. Давайте. 1, 2, 3, 4. До 5 считаю. 4,5. 4 с четвертиной. Да боже, вы там... О, 5. Смотрите, антимаг. Ну все. Все, смотрите, теперь сейчас будет конечное. Сейчас он будет ставить себе волшебников. Через волшебников он будет играть. Он будет себе делать там троллей, будет делать себе эльфов. И просто играть от антимага. Все. Все. Готовьтесь. Сейчас будет контент. Я ставлю 100% ставку, что вот заберет топ-1. 100% ставлю. Единственное, он может не забрать топ-1, если у меня будет слишком жесткий стол. Ну, блин. Какой же бесполезный скилл Рубик стырил. Моя инвестиция в него провалилась просто с треском. Какая же ты зараза, не, Рубик. Но на самом деле, я и так почти максимум вытащил. Не вытащил почти максимум. У меня 9 уровень и 34 опыта на 22 раунде, при этом у меня еще 72 хп. Плюс 50 плюс монет. Я считаю, вытащил свой максимум. Но единственное, что я считаю, что незаконно. Это незаконно то, что у меня орк-жрец всего лишь в 1 уровень. Вот это вот незаконно. Да. Ну что ж, ладно. Ладно. На самом деле все так плохо. Там еще инсектоид такой более-менее огромный. 8 хп. Ну, у меня стол пока что слабый против него. Ну, бог ты мой, ну зачем ты ко мне пришел, а? Я только о тебе поговорил. Мог ты ко мне не приходить, а? Человек-палка. Ой-ой-ой, МК в 3 звезды. А, ну все, понятно. Боже, это, конечно, круто, то, что мне... Вот это ты срань, господня. Минус 30 плюс хп дал. Я потерял дар речи. Спасибо. 24 раунд. У меня орк-жрец в 2 звезды. Спасибо. Еще яичко. Спасибо. Да. Ну, что сказать? Ну, хрень. Ой, иди отсюда, а. Да не имба этот ваш антимаг. Да не имба, я вам отвечаю, это не имба. Если кто-то вам будет говорить, что антимаг это имба, ребят, просто возьмите и плюньте ему в лицо. Если хоть кто-то будет вам говорить, что антимаг это не имба, просто берете и с порога плюете в лицо. Вот такой, знаете, жиденький, хорошенький плевок такой в лицо.
Ну, у меня есть только один вариант. Это сейчас наспамить очень жестко. Ну, это один вариант, единственный. Это просто сделать огромный спам, если, конечно, ко мне Некромикон придет. Рефрешер пока что тоже пойдет. Рефрешер мне необходим. Хотя на самом деле сейчас такая ситуация, что мне вряд ли что-либо поможет. Ну, допустим. Инсектоида я вроде бы как смогу забрать. Хотя вряд ли. Не, инсектоида, наверное, я вряд ли смогу забрать. У них там срач в чате идет. Кто скилловый, наверное. Показывают, у кого скилл длиннее. Угу. Орк-шаман. Но для того, чтобы орка-шамана мне реализовать, мне нужно его собрать 2 звезды, как минимум, найти аганимчик и кайфовать от игры. Хотя на самом деле, они у меня в единицу. Они у меня в единицу. Ну и как поступим? Я думаю, распродать их и просто играть на жрецах. Это единственный вариант, как я смогу хоть что-то здесь сделать. Да, я буду распродавать их. Буду их распродавать, иначе будет... Опа, сюда. Буду их распродавать, иначе никак. И вот самый главный прикол, знаете в чем? То, что чтобы мне брать антимага под контроль, мне нужно что? Правильно, мне нужен орк-жрец в 3 звезды. Потому что жрец-дух в 2 звезды не канает. Его недостаточно для того, чтобы вот как бы брать кого-то под контроль. О! Рубик стырил скилл этот Леона. Ой-ой-ой, какой спам пошел хороший. Какой хороший спам пошел. Отлично. Так, -1. Все, пока. Инсектоид, конечно, проблематичный. Вот прям я вот на него смотрю, и мне аж страшно становится. Спасибо за духа жреца. Сейчас мы его реализуем. Сейчас, секундочку. Так вот делаем. О, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, ребят, смотрите. Смотрите, что сейчас будет. Если, конечно, сейчас ко мне будет приходить... Я точнее надеюсь, что сейчас ко мне не будет приходить антимаг. У меня 23 хп осталось. Пощади, пожалуйста. Просто пощади. Есть единственная надежда. Вот в действительности в эту надежду я верю немного. Ладно, забудьте все, что я говорил. Я уже не верю. Там чел себе собрал гритеров. Но! Это сейчас будет рофл. 6 из 9 у него стол. 6 из 9. Ну, короче, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим результат его работы. Вот охотник. Но охотнику жопа. Смотрите, сколько зомбарей. Ну, нормально? Кстати, почему 4 зомбаря? Раз, два, три, 4. А, 4 зомбаря. Но все равно 4 зомбаря это очень много. Я еще винстрик сбил. Такое мне нравится. Такое я одобряю. Так. Понял. -1. Не удивлен. 9 эльфов молодого пока что. Но у него пока что 9 эльфов. Ну, надежда, значит, все еще есть. Но у него раз там гритер есть на подготовке, это плохо. Плохо тем, что я гритера никак не смогу вынести. Вообще никак. У меня даже... Ну, я даже реально не знаю, как его вынести, этого гритера. Просто у них там так чат раз... Ну все. 3 из 9 фигур. Угу. Интересно. Сейчас буду орать, если он вынесет меня в 3 фигуры.
О боже. Да не имба ваш антимаг. Не имба. Просто не имба и все. Ну. Какой же это абсурд. Но вы понимаете, насколько это жесткий абсурд? Он даже мог, знаете, не ставить гритеров. Спасибо за Зевса, конечно. Ну, Зевса я в 2 звезды не соберу по закону подлости. Даже до конца игры. Что-то у меня есть чуйка. Есть 2 чела. Охотника я 100% обкикиваю по полной программе. Есть вот Слимс со своими инсектоидами. Проблематичный подс для меня будет. Еще один гритер. Ну вот, вы хотите сказать, Некромикон сейчас не сломан? Просто 4 дума на лицо выкатил, это раз. Во-вторых, 4 зомбаря. В-третьих, вот такие вот суммоны. Но суммоны окей, но 4 зомбаря со старта. Вы в адеквате, ребята? 4 зомбаря. Ну, все, минус инсектоид. Пока-пока. Я рад с тобой был повидаться. Неужели он его в 3 фигуры вынес? Ладно, поправка в 4. Он в 9 охотников. Ребят, он в 9 охотников вынес в 4 фигуры он вынес чувака, который играет на 9 охотниках. Серьезно? Во. Ну, я еще раз говорю, что пока у разработчиков на голове шапка из фольги, ничего адекватного здесь не будет. Вот реально не будет адекватного. И как вы видите, я развеял все мифы о том, что Мамору как-то пофиксили. Хотя, скорее всего, это пофиксили для нас, простых работяг. Ну, по крайней мере, мне Рубика до 20, на 19... Мне Рубик на 19 раунде пришел. Поэтому смотрите следующее. Если вам не приходит до 20 раунда какой-то персонаж, то просто идите качайте скиллуху. Прокачайте свою скиллуху, потом приходите. Вот потом приходите уже что-то говорите. Пока не прокачайте свою скиллуху, нет смысла как бы в чем-либо там обращаться и тому подобное. Качайте свою скиллуху. Ребята, вот чел истинно на скиллухе только что вытащил эту игру в топ-1. Ну, антимаг не имба. Ну, сколько, вот напишите мне сейчас в комментариях, сколько прошло месяцев уже, когда антимага изменили. Вот сколько прошло месяцев? Да чтоб ты всрался. А что-то типа Рога войны можно? Рог войны мне необходим, потому что каждый мой суммон ускорится в скорости атаки и тому подобное. Но это рофл. Он в 4 фигуры выносит наши столы. Ладно меня, окей, давайте опустим. Ладно меня. Он выносит, как бы это сейчас кринжово не звучало, он выносит охотника. Ой-ой-ой, все, пока-пока. Ну, всего лишь минус 39, ребята. Всего лишь-то минус 39. Ну, это как... Ну, это легко. Ну, типа, это очень легко. Это нереально легко. Я даже не вспотел, когда его выносил. Изи. Эх, орка жреца я уже не соберу, но хоть урок... О, урок войны, спасибо. Спасибо. Ну все, 4 фигуры. Давайте. Посмотрим, кто кого. Он меня или я его. Ладно, у него уже 5 фигур. Давай, иди сюда. Иди сюда ко мне. Сейчас вот эти 15 секунд пройдут, я тебе так по мордам надаю, что тебе это в жизни никто не давал по мордам. Готовься, мой сладкий. На самом деле, у меня даже денег нету особо, чтобы перестроиться в что-либо другое. Можно было бы попробовать каких-то там воображаемых морских поставить, но толку от этих морских, если бы ничего не произошло все равно.
Ну что, ребят, какие прогнозы у вас? Пишем в комментарии, шансы на победу. Ставлю 100%. Ах, на самом деле, даже если поставлю больше фигуру, от этого ничего не поменяется. Вообще ничего не поменяется. Хоть с десяток зевсов поставлю, хоть с десяток шаманов поставлю лишних. Ну, нет смысла. Он Свена уже поставил. Он чисто ради прикола ставит уже фигуры. Давай сюда сейчас попробую поставить. Ну, вряд ли это что-то изменит. Может быть, если бы даже Горн... Хотя не, если я Горн поставлю, в любом случае плевать. У него фигур мало слишком, чтобы Горн его как-то застопорил. А даже если получится как-то вот поставить Горн, он начнет бить этот Горн, то у меня не будет дамага его вынести. У него там шмотки намного лучше, чем мои. Ну вот, ему просто плевать. Да. И Doom не работает же на гритеров, поэтому как-либо угодно мне. Зато Зевса в 2 звезды нашел он. Ну что ж. Ну что ж ты, сладкий. Бывает. Он просто яйца поставил на стол. Он решил зайти с козырей, так сказать. Он думает, что все, типа. И раз я такой жесткий, то надо против меня весь арсенал свой выставить. Поэтому он 2 яйца выставляет. Чисто мужицкие стальные 2 яйца. Ой, спасибо за 2 ливонов. Только скилл и никакого мошенничества. Только жесткая мужская скиллуха. Это не тот подпивас, а это чисто мужская скиллуха. Ну. Ладно, ребят. Что здесь, в принципе, добавить? Некромикон сейчас действительно сломанная шмотка. Вы сами все прекрасно видели, как оно спамит. Особенно это жестко, это то, что появляется 4 зомбаря. Я думал, что с рефрешером будет появляться 8, но, скорее всего, тут работает какая-то неизвестная там китайская механика, китайская математика или как это. Короче, мне это не объяснить. Я не знаю, как это объяснить. Вот, серьезно, не знаю. Некромикон, овер, сломанная овер, сломанная книжка. У вас должно появиться всего лишь 2 зомбаря. Почему появляется 4? По какой китайской математике это работает? Я вот даже сейчас как-то посидел, подумал только что, но я не понимаю реально, по какой китайской математике это работает. Потому что, когда раньше был Некромикон, он точно такой же был, как сейчас. Но тогда не призывал он 4 зомбаря, насколько я помню. Тогда призывалось 2 зомбаря. Почему 4? Ну, короче, я не знаю, как получить на это ответ, потому что в техническую поддержку вы будете писать, через 3 дня вам что-то там такое ответят, типа, ребят, все работает правильно, все работает исправно, никаких проблем мы не видим. Это проблемы лишь у вас в голове. А так как у нас шапочка из фольги на голове, у разработчиков имею в виду, если что, то у них все в порядке. У них все в порядке. Они в шапочке из фольги, поэтому все ок, все прекрасно, все замечательно. Добавить мне абсолютно здесь нечего. Катка получилась на самом деле потной. Я думал, я вылечу намного раньше, потому что мне было мало хп. Но какой красивый итог. Ну, наказал хотя бы охотника, хоть какая-то для меня радость. И показал вам действие Некромикона и, в принципе, как можно его реализовывать сейчас. Вот поэтому сейчас играют на зверях. На зверях играют через суммоны. Потому что вы раннего лондруида собрали, взяли рефрешер, получили 4 зомбаря и получили 4 мишки сверху. Под рогом войны этот Мишаня будет с 500 урона просто, ну, лучше не спрашивай, что там будет. Там будет просто одна девушка и сколько там, по-моему, 5 мужиков. Ну, в данном случае будет 4 Мишаня. Ну, в принципе, вы поняли. В общем, катка получилась огонь, да, она максимально, на самом деле, с такими эмоциями была, типа сначала ок, потом не ок, потом не ок, потом просто ты уже, знаешь, смирился, лапки вниз опустил и такой, ну что ж, бывает, жизнь такая штука, а авточес это казино. Блин. Ну ладно, короче, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а я хочу напомнить, ребят,
Мне нужны ваши лайки. Поэтому я подхожу, вас вот так вот трясу и говорю: лайки ставь, ставь свои лайки, потому что они мне помогают продвигать канал, продвигать ролик. И также, кто не подписан на мой канал, обязательно подписываемся. Чем нас больше, тем, соответственно, интереснее и веселее на стримах. Ну, я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Если что, он будет закреплен в описании, в комментариях, а также на экране появится QR-код. Всем удачи!